Добрый день, друзья! Эту орхидею я показываю на канале уже почти 2 года. Я ее купила уценкой, и у нее не было корней совсем. То есть были в горшке гнилые корни. Ссылку на плейлист я оставлю в правом верхнем углу экрана. Я покупала сразу 5 орхидей, но с разным состоянием корней восстанавливала и дарила своим подписчикам. И вот это последняя орхидея, которую я оставила себе. И в этом году показывала ее цветение. Но посадила ее в очень маленький горшок 0,6 литра. И теперь хочу пересадить ее в больший горшок, в литровый. Еще одна причина. Она стояла под ярким освещением, горшок весь в водорослях, и я даже не знаю, какие у нее там корни. Может быть, старые корни, самые первые корни, которые она наращивала, уже погибли, но так как растут новые и растут листья, я считаю, что нужно сделать очень быструю по времени перевалку, пересадку такой орхидеи. Я перед пересадкой ее поливала, поэтому и грунт мокрый. Смотрите, как она была посажена. Керамзит плюс циафлора. Почти 50 на 50. Вот сейчас я хочу большее количество циафлоры убрать, посадить в керамзит. И всего 1 столовую ложку добавить циафлоры. Ну вот давайте посмотрим, что с корнями. Всего 1 корень. Кажется, что он гнилой. Но когда я его трогаю, он плотный, но не такой, не очень живой. И вот еще один кончик корня сухой. И вот смотрите, за год ни один корень не погиб. Но есть тяжи, с которыми мы ее сажали первый раз. Вот они черные, гнилые. Как раз вот в этом месте нужно у орхидеи навести порядок. То есть убрать всю вот эту черноту на основании орхидеи. Конечно, я не стараюсь пересаживать орхидеи каждый год, но вот в этом случае орхидее пойдет это на пользу. Так, промывать не имеет смысла эти корни. А вот еще кончик нашла. Вот и все. Вот есть кончики корней, но их немного. Вот растущие корни. Вот от большого корня начал отрастать маленький корешок. Этот растет вверх. Никак я его в горшок не поверну. А вот этот цветонос можно подрезать. Не нужно ничем обрабатывать такой цветонос. Даже если он попадет в посадку, а что скорее всего нет, никакую патогенную микрофлору в орхидею он не пропустит. Вот столько у орхидеи за год подрастает или нарастает в горшке корней. Так, сейчас возьмем новый горшок.
примеряем корни. Корни помещаются отлично, но вот этот корень, если я его сейчас буду опускать в горшок, я его обязательно сломаю, потому что он состоит из двух частей корня. Сначала рос прямо, потом закуклился, потом опять продолжил рост. И вот сейчас отрастает новый, можно сказать, участок этого корня. И для того, чтобы этот корень поместить в горшок, мне все-таки придется минут 20-30 подержать орхидею в воде. Вот именно из-за этого корня. И когда этот корень напитается водой, тогда его будет значительно проще поместить в горшок. Возвращайся уже. Уже все помыли. Ничего не мыло. Уже все. Корешки намочили. Заходи. Не надо. Не пойдешь? Ну ладно. Орхидея провела полчаса в воде, и теперь я аккуратно помещаю этот корень в горшок, не сломав его. Это важно. Провожу небольшие манипуляции с корнями. Придерживаю орхидею по центру горшка и поворачиваю горшок. Орхидея погружается в горшок немного глубже. Это даст ей возможность расти в этом горшке год-полтора. Потом все равно придется пересаживать эту орхидею еще раз. Причина будет проста. Будут расти новые листья и корни. Засыпаю чистым керамзитом. А керамзит, в котором росла эта орхидея, кипячу 2 раза по 10-15 минут, и его можно использовать еще раз. Также можно использовать и циафлору, если ваша орхидея в этой циафлоре не провела 3 года. Но хранить их нужно в разных емкостях. После кипячения. А теперь насыпаю керамзит. Сёма, ты сегодня издалека смотришь? Обязательно постукиваю по горшку, чтобы керамзит распределился равномерно. Это керамзит. А теперь, так как она росла в большом количестве циафлоры, насыпаю сверху керамзита ложку циафлоры, столовую ложку циафлоры. Этого будет сейчас для нее достаточно. Вот такая быстрая пересадка. Если вы думаете, что пересаживать орхидеи сложно, то это не так. Почти все свои домашние орхидеи, которые нужно по каким-то причинам пересаживать, а причины могут быть разные. Может быть, у орхидеи вырос ствол выше грунта на 5 сантиметров. Такие орхидеи я пересаживаю. И вообще, раз в 3-4 года орхидею нужно пересаживать для того, чтобы удалить старые, отжившие свое время корни. И такие пересадки у меня занимают очень мало времени, максимум 5 минут. А цветение этой орхидеи мы будем ждать или зимой, или весной, потому что первый раз после реанимации, если даже реанимации в кавычках, она цвела весной. Так что к следующей весне будем ждать ее цветения. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.